Всем привет! Это канал о вязании крючком. Меня зовут Василя. В сегодняшнем мастер-классе мы свяжем вот такую вот классную шапку из 3 цветов и с такими чудесными ушками зайца. Вяжется она легко, нужно будет только определиться с размером клина и с глубиной шапки. Также ушко вы можете провязать длиннее, увеличив вот эту центральную часть. Для вязания я использовала пряжу 3 цветов. Пряжа у меня Alizé Lana Gold Classic. Здесь у нас идет 100 граммов 240 метров, 51% акрил и 49% шерсти. При вязании я обычно ниточку вытягиваю с центра мотка. Так вязать намного удобнее. Также нам понадобится крючок номер 5 и пластиковая игла с большим ушком. Моя шапка на размер 53-55, глубина шапки 20 сантиметров. На экране вы увидите таблицу, где можно определить глубину шапки по окружности головы. Допустим, на размер 55 я взяла глубину шапки 20 сантиметров. Шапка у нас состоит из вот таких вот 6 клиньев. Мы провязываем вот такой вот клин. Затем меняем нить на другой цвет и продолжаем вязать следующий. Нам необходимо определить ширину клина. Для этого мы берем нашу окружность головы 55 сантиметров, делим на 6 клиньев. Приблизительно получается 9 сантиметров. Вот на такую ширину мы должны провязать один клин. Вот я провязала, здесь получается 9 сантиметров. У меня здесь получилось 9 рядов. Где-то на один ряд приходится 1 сантиметр. У вас может быть другое количество рядов, потому что у вас может быть другая пряжа, крючок, либо у вас другая плотность вязания. А если вам необходим другой размер, допустим, возьмем на размер 49, делим на 6, получается приблизительно 8 сантиметров. На такую ширину вы должны провязать один клин. Далее мы определяем, какая нам необходима глубина шапки. У меня 20 сантиметров. Плюс беру я 6 сантиметров для отворота, 26 сантиметров уже. И 1 сантиметр на сборку шапки, 27. Получается, на такую длину 27 сантиметров я буду набирать воздушные петли. В моем случае на такую длину выходит 44 воздушные петли. Набираем цепочку из воздушных петель, делаем петлю. Заводим крючок, захватываем рабочую нить. У нас образовалась первая петля, я ее не затягиваю, тоже считаю ее. Это у меня первая воздушная петля, вторая, третья и так далее. Набираем 44 воздушные петли. Вот я набрала цепочку, 44 воздушные петли. Здесь у меня получилось 27 сантиметров. Вяжем первый ряд, провязывать будем полустолбики с накидом, делаем накид на крючок и крючок вводим во вторую петлю от крючка. Вот первая петля, во вторую вводим крючок, вытянули нить, на крючке у нас 3 петли, всех 3 вместе провязываем. Далее снова делаем накид на крючок, вводим в следующую петлю, снова 3 петли на крючке провязываем вместе. Накид в следующую, итак, я провязываю 38 полустолбиков с накидом. У вас может быть другое количество полустолбиков в зависимости от того, сколько вы набирали воздушных петель, но в конце вы должны оставить 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 оставляем, довязываем вот до этого места. Вот я провязала первый ряд, и в конце у меня остались 5 воздушных петель. Далее всегда в конце делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и также провязываем полустолбики с накидом, только провязываем за заднюю стеночку полупетли. Вот у нас косичка, провязываем за заднюю стеночку, делаем накид, также вводим крючок во вторую петлю от крючка, вот первая, во вторую, за заднюю стеночку. Также 3 петельки провязываем вместе. Снова накид за заднюю стеночку.
3 петли провязываем вместе. Таким образом я провязываю также 38 полустолбиков с накидом. Последний самый столбик мы провязываем, захватывая обе стеночки полупетли. Делаем накид. Вот у нас последняя наша петля. Захватываем обе стеночки. И провязываем 3 петли на крючке. Это делается для того, чтобы у нас край был ровный. Провязываем третий ряд. Также делаем в конце одну воздушную петлю. Переворачиваем. Снова провязываем заднюю стеночку полупетли, делаем накид, вводим крючок во вторую петлю от крючка. Также провязываем 38 полустолбиков с накидом до конца, и здесь я покажу, как перейти к макушке. Вот я провязываю последний полустолбик с накидом. Теперь мы находим вот здесь вот сбоку у нас есть вот такая вот перемычка. Вот она сбоку находится. Мы сюда вводим крючок. Находим здесь следующую петлю. Заводим крючок. Вытягиваем нить. И через вот эти вот петли на крючке мы ее протягиваем. Провязываем соединительный столбик. Далее вводим в следующую петлю. Провязываем второй соединительный, третий, четвертый и последний пятый. Вот таким образом мы делаем переход к макушке. Далее провязываем четвертый ряд, снова делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и провязываем также со второй петли от крючка. За заднюю стеночку только провязываем 5 соединительных столбиков. За заднюю стеночку вытянули и протягиваем через петлю на крючке. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Далее в последующие петли мы провязываем также полустолбики с накидом за заднюю стеночку. Довязываем до конца. Довязываю четвертый ряд, у меня осталось 2 петли. И вот самую последнюю мы провязываем за обе стеночки полупетли. Все, мы провязали 4 ряда. Далее делаем также воздушную петлю, переворачиваем. И последующий ряд, пятый получается, мы вяжем так же, как и первый. То есть у нас ряды повторяются. Шестой вяжется как второй, седьмой как третий, восьмой как четвертый. Получается, провязываем пятый ряд не до конца. В конце остается 5 петель у нас. Делаем воздушную петлю, переворачиваем, вяжем шестой ряд до конца. Затем вяжем седьмой ряд, и в седьмом ряду уже мы соединяем с макушкой. Показываю еще раз вот это место, как мы делаем переход к макушке. Вот я провязала последний полустолбик, и сбоку здесь находится перемычка. Находим петлю следующую за заднюю стеночку, вытянули и протягиваем через петельки на крючке. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Вот я провязала клин желтого цвета. Здесь у нас вот одна бороздка вот такая. Здесь идет 2 ряда. 1, 2, 3, 4. Это 8 рядов уже. И вот на 9 ряд. Сейчас мы замерим. Приблизительно 9 сантиметров. И в длину 27 сантиметров.
Плюс еще 1 сантиметр у нас уйдет, когда мы стянем макушку. И у нас выходит 26 сантиметров, тот размер, который нам необходим. Сейчас мы будем вязать уже другим цветом, поэтому я покажу, как поменять цвет. Сейчас я покажу, как заменить нить на другой цвет. Если вы будете провязывать, как у меня, 9 рядов, то вам придется заменять цвет в 3 местах. В конце шапочки, на макушке и вот здесь вот, где у нас идет переход. Сейчас я все покажу 3 случая. Меняем цвет в конце шапки. Вот, допустим, вы дошли до конца. Вот здесь мы должны провязать за обе стеночки полупетли. Делаем накид. Вытягиваем петлю. У нас на крючке 3 петельки. И уже провязываем эти 3 петли другим цветом. Захватываем и протягиваем петлю. Далее делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и вяжем уже, как обычно, другим цветом. Вот эти нити можно здесь будет завязать и кончики спрятать уже. Делаем накид. Также во вторую петлю от крючка мы начинаем провязывать. Вот таким образом мы заменили цвет. Вот дошли до места, где мы оставляем 5 петель. Здесь мы также провязываем полустолбик не до конца. Здесь у нас 3 петельки на крючке остаются. И снова заменяем нить на другой цвет. Также вытянули ниточку. Делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и вяжем, как обычно, со второй петли от крючка полустолбики с накидом. Ниточки здесь необходимо завязать и кончики уже потом спрятать по изнаночной стороне. Здесь вяжется как обычно далее. Показываю третий вариант смены нити, когда мы от макушки должны уже вязать другим цветом. Как мы сделаем здесь? Мы этим же цветом для начала провязываем воздушную петлю, переворачиваем и провязываем 4 соединительные петли этим же цветом пока. Когда провязываем пятую, мы уже меняем цвет. Заводим за заднюю стеночку и провязываем пятую соединительную петлю другим цветом. Далее мы вяжем, как обычно, полустолбики с накидом. Делаем накид и провязываем. Далее вяжем точно так же. Вот таким образом мы заменяем цвет в стороне макушки. Вот я довязала до конца. Здесь у меня 6 клиньев разных цветов. Вот эти все ниточки мы прячем по внутренней стороне шапки, все кончики. Далее вот у нас последняя наша петля в конце, где мы провязывали. Получается, мы здесь петельку вытягиваем, ниточку обрезаем, оставляем для сшивания шапки и вытягиваем через эту петлю. И вот таким образом затягиваем. Теперь берем иглу и продеваем нить. Теперь кладем шапку таким образом, чтобы внутренняя сторона была внутри, а с этой стороны у нас лицевая сторона. Мы будем прошивать по лицевой стороне. Снизу прошьем петель 10, затем перевернем и оставшуюся часть мы будем провязывать по изнаночной стороне. Это для того, чтобы у нас, когда при отвороте, не был виден шов на шапке. Как мы будем вводить иглу? Вот по этой стороне у нас идут косички. Мы иглу будем вводить, захватывая переднюю стеночку полупетли. Вот она, которая петелька ближе к нам. А с этой стороны мы будем иглу вводить в каждую петлю
Вот здесь вот плохо видно на черном, но вот они, петельки. В каждую петлю мы будем вводить. Итак, вводим с этой стороны, начинаем с угла. Здесь захватываем переднюю стеночку полупетли и затягиваем. Хорошо стягивайте. Далее на следующую петлю с этой стороны. Здесь переднюю стеночку полупетли. Вот я прошила часть шапки, и при отвороте у нас здесь не будет видно шва. Теперь это у нас лицевая сторона. Мы переворачиваем шапку наизнанку. Будем теперь прошивать по изнаночной стороне. Теперь здесь мы на черной стороне также заводим под петельки, а здесь на желтой мы захватываем теперь заднюю стеночку полупетли. Вот у нас косичка, захватываем заднюю стеночку. Прошиваем до конца. И вот здесь я также покажу, как нам сделать переход. Вот у меня здесь осталась вот эта часть, где мы должны спуститься вниз. Вот мы дошли до места, где у меня вот такой вот переход, где мы должны вот эту часть соединить здесь вот с нижней, с макушкой. Здесь мы, получается, также вводим крючок под петельку. А с этой стороны мы также находим, вот здесь вот у нас идет перемычка такая вот сбоку. Далее с этой стороны мы находим нашу следующую косичку, вот она. Также захватываем заднюю стеночку и затягиваем. Все, эта часть у нас вот так вот затянется и соединится. Далее вводим в следующую петлю и провязываем, прошиваем теперь макушку. Теперь осталось стянуть макушку. Мы иглой будем собирать петли. Вот у нас по краю идут вот такие петельки. Вот они. Сейчас мы будем продевать иглу и протянем нить. Вот таким образом собираем по всей макушке. Вот собрали всю макушку. Теперь аккуратно стягивайте, чтобы нить у вас не порвалась. Вот стянули, далее в нескольких местах мы ее прошиваем. Вот такая у нас получилась макушка. Здесь у нас шва не видно, а это место у нас, где будет отворот. Таким образом. Теперь мы вяжем ухо. Для этого мы делаем кольцо амигуруми, обхватываем 2 пальчика, захватываем нить, кольцо отпустили и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Всего в кольцо мы должны набрать 5 столбиков с накидом. Первый столбик у нас есть из воздушных петель. Теперь мы делаем накид, вводим крючок в отверстие и провязываем столбик с накидом. 2 петли и еще 2. Это у нас уже второй столбик. Провязываем еще 3.
провязали и затягиваем кольцо. Теперь делаем соединение. Вот у нас первый столбик из воздушных петель. Вот здесь вот сверху мы находим петельку. Вот второй столбик идет, над ним петельку находим. Сюда заводим крючок, вытянули петлю и через петлю на крючке мы провязали соединительный столбик. Далее переходим на второй ряд, провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее во втором ряду мы делаем прибавки. В каждую петлю провязываем по 2 столбика с накидом. В эту же петлю мы провязываем еще один столбик с накидом, делаем накид. Провязали. В следующую петлю провязываем также 2 столбика с накидом. И так провязываем до конца. Под каждую петлю мы провязываем по 2 столбика с накидом, и во втором ряду должно получиться 10 столбиков. Делаем соединение второго ряда. Вот у нас столбик из воздушных петель. Вот идет второй столбик, над ним косичка. Сюда заводим крючок и провязываем соединительную петлю. Далее делаем также 3 воздушные петли. Теперь в третьем ряду мы будем провязывать также прибавки. Делаем 5 прибавок через 1 столбик. Сюда же мы провязываем еще один столбик. В следующем мы провязываем 1 столбик. В следующую 2 столбика. В следующую 1. И таким образом мы, чередуя, провязываем до конца. Провязываем прибавку через 1 столбик. В следующем мы провязываем прибавку. Всего в третьем ряду должно получиться 15 столбиков. Третий ряд у меня заканчивается одинарным столбиком. Делаем также соединение. Снова провязываем 3 воздушные петли. В четвертом ряду мы также делаем прибавки, только у нас будут идти прибавки через 2 одинарных столбика. Сюда же снова провязываем столбик. Далее в последующие 2 мы провязываем по 1 столбику с накидом. Далее в следующую петлю мы провязываем прибавку. Снова после прибавки последующие 2 петли по 1 столбику. Далее идет прибавка. И так довязываем до конца. Ряд у нас заканчивается 2 одинарными столбиками. И в четвертом ряду у нас должно получиться 20 столбиков с накидом. Делаем соединение четвертого ряда. Также провязываем 3 воздушные петли. Далее вяжем 5, 6, 7 и 8 ряд без прибавок. В каждом ряду будет по 20 столбиков. В каждую петлю мы провязываем только по 1 столбику. Сразу же первый столбик мы провязываем вот в эту петлю. Далее вяжем следующий по столбику. Вот этот столбик из воздушных петель, он относится к вот этой петельке. Получается, самый последний 20 столбик мы будем провязывать вот сюда. Итак, провязываем до конца. Соединение делаем такое же. Провязываем самостоятельно до 8 ряда. Вот я провязала 8 ряд. Ниточку обрезаем, полностью ее вытягиваем и соединяем.
Теперь будем вводить нить другого цвета. Вот у нас здесь идут соединения. Вот здесь мы вводим нить другого цвета. Вытянули петлю и провязываем 3 воздушные петли. Кончики нити укладываем вдоль вязания, провязываем вместе. Теперь провязываем с 9 по 16 ряд столбики без накида, без прибавок. Получается, в каждую петлю мы также провязываем по одному столбику. Провязываем до конца. Здесь также покажу, как сделать соединение. Еще раз покажу, чтобы у вас шов был по краю. Делаем соединение. Вот находим петельку над вторым столбиком. Провязали соединительную петлю. Провязываем 3 воздушные петли. И провязываем столбик сразу же в эту петлю. Когда возвращаемся, последний наш столбик провязывается вот в эту петлю. Здесь у нас петелька занята вот этим столбиком из воздушных петель. Таким образом, провязывая, у вас шов будет по краю идти. Итак, провязываем самостоятельно до 16 ряда. Вы можете провязать вот эту часть больше, тогда у вас ушко будет длиннее. Вот я провязала желтым цветом еще 8 рядов. Теперь мы будем провязывать 17 ряд. Берем нить другого цвета, вытянули петлю и провязываем также 3 воздушные петли для подъема. Теперь провязываем в каждую петлю по столбику. Всего должно получиться у нас в 17 ряду также 20 столбиков с накидом. Сейчас мы будем провязывать 18 ряд, и в 18 ряду мы сделаем по краям 2 убавки. Вот я здесь провязала 3 воздушные петли, делаем накид, в эту же петлю сразу же вводим крючок, вытянули нить, провязываем 2 петельки на крючке, 2 петельки остаются, вводим в следующую, делаем накид, в следующую, провязываем 2 петельки. Вот у нас 3 петли на крючке, мы их провязываем вместе, и это у нас будет убавка. Далее мы провязываем 8 столбиков без накида. Я провязала 8 столбиков и снова делаем убавку. Вводим крючок в следующую петлю, делаем накид, провязываем 2 петли. 2 остаются, накид, в следующую петлю вводим крючок, провязываем 2 петли и 3 петли на крючке вместе. И далее до конца провязываем снова по одному столбику. Здесь у нас уже останется 7 столбиков, и 8 будет это из воздушных петель столбик. Девятнадцатый ряд вяжем без убавок, в каждую петлю провязываем по столбику. В 19 ряду должно получиться 18 столбиков. В 20 ряду также делаем 2 убавки по краям, между убавками будет идти по 7 одинарных столбиков. Когда провязываем первую убавку, сразу здесь провязываем столбик в эту же петлю, откуда у нас выходит столбик из воздушных петель. Провязываем 2 петли, 2 петли на крючке, накид в следующую петлю, 2 петли и 3 петли на крючке. Вот наша убавка. Далее провязываем 7 столбиков с накидом. Провязали 7 столбиков и снова делаем убавку, делаем накид, вводим крючок в следующую петлю, 2 петли провязали, 2 на крючке, накид в следующую, 2 петли и еще 2.
И все, последующие петли мы провязываем по одному столбику. 21 ряд. Также провязываем по краям 2 убавки. Провязываем вот одну убавку. Далее провязываем уже 6 столбиков с накидом и снова делаем такую же убавку и провязываем до конца. Здесь у нас остается 5 столбиков с накидом, и 6-й это столбик из воздушных петель. Самый последний 22 ряд мы провязываем убавку через один столбик. Провязываем убавку. Далее провязываем один столбик с накидом. Снова провязываем убавку. Следующую снова один столбик. Снова убавка. Один столбик. Убавка. И в конце остаются 2 петли. Сюда мы провязываем по одному столбику. Все, мы довязали последний 22 ряд. Теперь ниточку необходимо отрезать, оставить кончик нити для сшивания. Теперь нам осталось пришить ушки. Вот у меня середина шапки, 2 передних клина. Вот эти белые у меня боковые. Именно здесь мы будем пришивать, где идет боковой клин. Вот у нас макушка. Здесь, как вы помните, мы провязывали соединительные петли. И вот этот вот переход, вот в этом месте мы и будем пришивать наш кончик ушка. Продеваем нить в иглу, прикладываем ушко. Вот здесь у нас такой вот переход. И здесь захватываем петельки. И на шапке, получается, на шапке у нас с обоих сторон мы захватываем петли. Вот здесь вот. Выводим иглу наизнанку. И с этой стороны мы ее закрепляем нить. Можно еще немного вот так пришить. Все, ниточку там обрезаем и прячем кончик. И вот таким образом у нас пришивается ушко. Вот и готова наша чудесная шапка с ушками. Надеюсь, вам понравилось. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Обязательно отвечу. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.